Добро пожаловать на канал Рецепт.ко. В этом видео мы приготовим с вами хрустящие печеньки с орешками, которые называют сигаретки. В миску просеиваю муку, добавляю щепотку соли, пол чайной ложечки разрыхлителя теста, ванильный сахар и перемешиваю сухие ингредиенты. К муке отправляю холодное сливочное масло и перетираю руками до крошки. Количество всех ингредиентов я укажу внизу в описании. Муку с маслом нужно перетирать очень быстро, чтобы масло не таяло от тепла рук. У нас получилась вот такая вот крошка. Добавляем к ней сметану. Вначале вымешиваю лопаткой, а затем, когда уже неудобно перемешивать лопаткой, вымешиваю тесто руками. Тесто с мукой нам нужно объединить в однородность. Как только у нас комочек теста уже сформировался, накрываем его полиэтиленовым пакетом и отправляем в холодильник на 15-20 минут. Для начинки я буду использовать разные виды орехов, я их измельчила, добавляю к ним сахар и перемешиваю. Отделяю от одного яйца белок от желтка, нам понадобится только белок. К белку добавляю щепотку соли и взбиваю миксером до пышной плотной пены. Как только белок у нас взбился, в два этапа я добавляю белок к орехам и сахару. Перемешиваю. Перемешивать нужно аккуратно, чтобы масса у нас осталась воздушной и пышной. Слишком долго вымешивать не надо, иначе она у вас сильно осядет. Припыляю стол мукой. Делю тесто на 4 части. И раскатываю. Раскатать тесто нам нужно очень тонко. У меня получился приблизительно 1 мм. Разрезаю тесто на 8 равных частей. Я делаю это при помощи ножа для пиццы. Им очень удобно разрезать тесто. Добавляю по 1 чайной ложечке начинки. Подгибаю края, чтобы начинка у нас никуда не уползла. И скручиваю маленькие печеньки. Вот такие вот трубочки получаются. И так поступаю с каждой печенюшкой. Печеньки перекладываю на противень для выпечки. Теперь мне нужно раскатать все тесто и сформировать вот такие вот печенюшки. Такие печеньки называют сигаретками. На самом деле начинку можно взять абсолютно разную. Это может быть сыр, это может быть сладкая начинка, это может быть не сладкая начинка. Если вы белок не хотите, можно не брать белок. Из этого количества теста у меня получилось 32 печенюшки. Отправляем печенюшки в духовку выпекаться. Печенька уже готовая. Вот такие вот трубочки получились. Они очень-очень вкусные. И при этом внутри текстура получается слоеная. Рекомендую вам приготовить такие печеньки. Если вам понравился этот рецепт, то ставим пальчики вверх. Всем желаю добра и хорошей выпечки. До новых встреч!